написал Андреас Тиксонов такие слова. Светлый, влияющий, управляющий аудиторией. Любовь, отец, доброта. Стильный, уверенный в себе, просто заряжающий человек. Четкий ум, невероятная харизма. Огонь, пушка, ракета, космос, вселенная. Просто обожаю тебя, ты лучший, Андреас. Очень мудрый, очень глубокий, позитивный, яркий, жизнерадостный. Можно не тремя словами? Общительный, внимательный, чуткий. Он действительно умеет вдохновлять и достучаться до сердец людей. В этом влоге я хотел бы поделиться с тобой моей историей, моей жизнью, моими переживаниями, опытом и тем, кто на самом деле Андреас Тисин. Это мальчик, который родился в очень маленьком городке в северном Казахстане, маленький поселок Константиновка или Константиновка, где 10 тысяч немцев, которые были заброшены когда-то в давние времена, родился в очень такой колоритной семье из украинки и немца в немецком поселке. Этот маленький мальчик стремился с детства действительно к чему-то большому, к чему-то особенному. Это мальчик, который был очень гиперактивным в школе, искал всегда возможности выделиться, за что получал в советское время за свое поведение неудовлетворительные оценки. Это тот мальчик, который рос в семье отца, который для меня был всегда огромным авторитетом, который действительно вел меня от шага в шаг, из года в год, воспитывал меня, показывал меня как авторитет, то есть как пример подражания, куда мне можно было стремиться. Отец для меня был все. Я научился танцевать, я пошел в музыкальную школу. В школе я занимался практически всем, чем можно было только заниматься. Вел группу продленного дня, находился в клубе интернациональной дружбы и многое-многое другое. Однажды я все это оставил, начал заниматься одной очень важной вещью, которая просто завоевала мое сердце. Это был спорт. Я начал заниматься волейболом. Вначале это было очень интересно, потому что я как левша, не мог даже подать через сетку мячик. Но мой тренер, и это также пример подражанию, Роберт Андреевич Гец, который мне в то время просто сказал: Андрей, двигайся дальше, не останавливайся. И я подавал. В конце концов, я начал заниматься этим спортом 6 дней в неделю. И однажды мне было 15,5 лет, и мы получили вызов в Германию. То есть с Казахстана мы переехали в Германию. Да, я иммигрант. Мы переехали в Германию, в город в то время Дуйсбург. Я уже сейчас живу в Дюссельдорфе, в городе Дюссельдорф в 91 году. Это было время, очень интересное время путча, время перемен, время больших переживаний. И в это время мы переехали в Германию, где обосновались, где начали выстраивать свою новую жизнь. Это жизнь, которая начала бить ключом. В 16 лет, не зная ни одного слова по-немецки, даже родившись в немецком поселке, который разговаривал на одном очень интересном диалекте, который не понимает ни один немец. И я в течение первых 6 месяцев действительно в очень интенсивном таком монастыре выучил немецкий язык. Почему? Потому что за каждое русское слово мне нужно было платить 1 марку. Вот это был очень интенсивный тренинг в моей жизни, который я пережил и увидел, как навыки могут становиться очень-очень быстро привычками, и эти привычки могут складывать твой характер и твою жизнь. В 17 лет я уже буквально начал продавать посуду очень известной компании по всему миру. Это все происходило очень интересно. Я стал очень быстро, очень успешным продажником, и это заманило меня в этот мир продажи, в этот мир инвестиций, в этот мир предпринимательства, в этот мир самостоятельной жизни. В юном возрасте я зарабатывал очень большие деньги, и в 21 год я уже являлся в Германии одним из самых молодых, юных генерал-агентов большой инвестиционной страховой компании, очень известной страховой компании, и зарабатывал при этом очень большие деньги. Однажды произошла в моей жизни очень такой переломный момент, где моя жизнь была до этого момента и после этого момента. И этот момент был, когда в 96 году
моя мама умерла от рака. Моя мама умерла от рака, и это привело меня к тому, что я действительно в очень раннем возрасте ушел из дома. Снял себе квартиру с моей на тот момент молодой девушкой, которая сегодня моя жена, уже более 25 лет. Мы вместе с ней совместно, с Ларисой. После смерти мамы я ушел из дома, и этот момент подорвал также мои отношения с моим отцом. Я 6 лет не разговаривал со своим отцом. Я одновременно ушел из той компании, где он и я вместе работали. Я начал свою карьеру совершенно с нуля. Это был также и момент переломный в моей жизни, где я впервые оказался у разбитого корыта. Я был банкротом. Имея очень много денег и не имея зрелости в своей жизни, находясь в зависимости от наркотиков, от алкоголя и многих других привычек, я завел себя в тупик в своих отношениях, в тупик в своем здоровье и также в финансовой сфере. В 23 года мы стояли у разбитого корыта, я с одной стороны, жена моя с другой стороны, и наша жизнь начала заново строиться. За этот период было несколько очень сильных падений, также банкротство в семизначном числе, то есть более миллиона марок и евро на тот момент. Но 2011 год все это разделил. Я называю это жизнь 1.0 и жизнь 2.0. 1 марта 2011 года, имея компанию уже 2 акционерных общества, 4 ООО, насчитывая оборот более 1,2 миллиарда евро на тот момент оборота, общего командного оборота и более 50 тысяч человек, 1 марта 2011 года произошло нечто. Я попал в тюрьму. Меня забрали в моем офисе и конфисковали абсолютно все. Да, это привело к тому, что я находился на грани депрессии, на грани перегорания. И да, это привело к тому, что я начал интенсивно опять заниматься спортом. Я весил на тот момент очень много, более 120-125 килограмм, до этого еще больше, и начал бегать. Это единственное, что меня вывело к тому, чтобы двигаться вперед и постоянно во время бега убивать эту боль, которая была во мне. В течение 24 часов после того, как меня забрали в тюрьму, меня высвободили или отпустили под залог. Но эти 24 часа сложили мой характер, сложили мою жизнь. В это время я в течение 24 часов прочитал Новый Завет и задал себе действительно очень важный вопрос. Что я хочу на самом деле делать? Куда я хочу двигаться? Хочу ли я делать то, что я делал до сих пор? И я ответил себе нет. И я вышел из тюрьмы и в течение короткого времени продал все свои компании, переоформил все документы и начал заниматься той деятельностью, которой я занимаюсь сегодня. Я начал полностью образовательный процесс в направлении психологии, развития, манеры поведения людей и начал смотреть и искать все то, что меня всю жизнь толкало вперед. До сегодняшнего дня все привело меня к тому, что сформировало меня вот таким, какой я сегодня есть. Я сегодня тренер, спикер и коуч. Я сегодня человек, который, как многие участники моих семинаров называют меня навигатором успеха. Я забираю людей там, где они стоят, и привожу их туда, куда они хотят. Последние 9 лет моей жизни, они были очень интенсивными. Я очень набрался опыта. Я прошел всю школу Тони Роббинса. Я имею общее личное общение с Ником Вуйчичем, с которым я буду выступать в следующем году на одной сцене. Я сегодня рад делать то, что я делаю. Я сегодня рад говорить то, что я говорю. Девиз моей жизни – только счастливый может сделать счастливыми других. И это то, что сформировало меня. Это то, что сделало меня Андреасом Тисиным. Это то, что дало мне действительно очень сильный посыл. Я почему-то, не знаю почему, всегда хочу сказать, ты такой крутой дядька. На самом деле. То, что он нам говорит, то, что он нам до нас доносит ежедневно, это как сложить лучшую литературу, которая существует в нашей жизни, укомплектовать ее и положить нам в головы. Человек, который запал в душу, правда. Он прям наш. Вот у нас есть категория людей, которые наш человек. Вот он прям наш человек. Здесь даже тремя словами просто гигант. Он просто вот человек, который просто перевернул с ног на голову, мое понимание вообще жизни. Это человек, который мне помог осмыслить очень многое. Назвать его тремя словами это невозможно. Он просто мощь, которая делится своей мощью с другими. Человек, который может пересечь
голову и сердце. Я попрошу тебя, чтобы ты подписался на мой канал, поставил колокольчик, когда выйдет новый влог, чтобы ты действительно мог об этом быть оповещен и мог вовремя посмотреть сразу следующую серию этого влога. И обязательно напиши комментарий, поставь лайк и напиши комментарии, задай вопросы, будь активным. Давай будем с тобой в диалоге, в интерактивном диалоге, чтобы я мог отвечать на твои вопросы и я мог покрыть ту потребность, которую ты несешь. Я уверен, что каждый предназначен для того, чтобы быть гениальным на этой планете Земля и сделать ее краще, сделать ее лучше, сделать ее богаче и сделать ее мудрее. Это именно то, для чего я призван. Это то, почему я говорю, только счастливый может сделать счастливыми других.